Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». В этом видео я хочу вам показать мастер-класс по вязанию красивого разноцветного ажурного узора, связанного крючком. Узор вяжется быстро, легко и просто. Данным узором можно вязать даже из остатков пряжи. При правильном сочетании цветов вязаное изделие будет смотреться красиво, необычно, эффектно, стильно и привлекать к себе внимание своей необычностью и неповторимостью. Предлагаемым узором в мастер-классе можно связать детский либо женский топ, майку, кофточку без рукавов и с рукавами. Топ можно связать за один день. Пряжа для вязания узора должна быть от 220 до 280 метров. 50 грамм любого состава. Программу по сочетанию цветов пряжи между собой вы можете посмотреть в описании под видео в инфобоксе. Также в описании под видео указаны виды пряжи и даны ссылки, где можно выбрать, купить и заказать пряжу любого цвета, которая наилучшая для вязания узора, представленного в мастер-классе. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых видео с очень интересной, полезной информацией и мастер-классами. Вступайте в группы Одноклассники и ВКонтакте. Ссылки на группы даны в верхней шапке канала. Вязать я буду из пряжи кружевная. Торговая марка Пехорка. 100% акрил. 50 грамм, 280 метров. И крючком номер 2. Я связала пробный образец вот по этой схеме. Схема будет в конце видео, либо в группе Одноклассники или ВКонтакте. Вы можете посмотреть эту схему, скачать и распечатать. Вот такой вот замечательный, красивый образец у меня связался. Использовала я пряжу кружевную. Цвета пряжи, может быть, вам понравится и вы захотите повторить. Вот цвет 165 это темный бежевый. Далее идет цвет красный. Светлый бежевый 0,3. Красный цвет 0,6, светло-бежевый 0,3, так, вот это 166, прошу прощения, вот здесь вот 0,3 это светло-бежевый, это суровый. Так как у меня скопилось очень много остатков пряжи, вот такое количество пряжи у меня есть в остатках, то я решила сделать такой мастер-класс, чтобы показать, каким образом можно использовать вот эти остатки пряжи от ваших вязаний. Можно также при вязании задействовать не только 4 цвета, но и более цветов. При помощи программы по сочетанию цветов, ссылка в описании под видео, можно подобрать очередность перехода одного цвета в другой из пряжи, которая у вас есть в наличии. Сейчас я хочу связать еще один образец вместе с вами. Покажу вам мастер-класс узора. Узор состоит из двух частей вот здесь на образце. То есть это тело топа, то есть основная часть, а вот этот узор он переходит в кокетку.
Также можно вот этим узором связать ажурные рукавчики. Вязать я буду с 1 по 5 ряд вместе с вами. Вот здесь вот уже идет с 36 по 45 ряд вот такой вот ажурный узор, который связан у меня нитью светлого цвета 166 суровый. Таким образом выглядит лицевая сторона и изнаночная. Для вязания второго образца я подобрала из остатков пряжи вот такую комбинацию цветов. То есть первый ряд я хочу связать. Так, сейчас посмотрим. То есть подобрала по программе сочетания и перехода из одного цвета в другой. И что вот у меня получилось, что светло-бежевый первый ряд, далее идет 125 камелия, 0,8 серый и 166 суровый. То есть один цвет вяжется два ряда. То есть два ряда вяжется одним цветом. И чередуем их между собой. Вы можете подобрать свое сочетание пряжи, которое у вас есть в остатках, либо вы закажете, либо купите. И делитесь своими моделями, вязаными изделиями, фотографиями. Ссылки на там, где можно разместить фотографии ваших работ, вы можете посмотреть в описании под видео. Приступаем к вязанию первого ряда. Цепочку из воздушных петель я набрала и отсчитываем от цепочки 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петельку мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. Узор вяжется очень легко и просто и быстро. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 3 петельки цепочки и в четвертую, 1, 2, 3, четвертую вяжем 1 столбик без накида. Пропускаем 3 петельки в цепочке, в четвертую петельку провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот ракушка и столбик без накида считается за один раппорт. Я провяжу 12 раппортов. Отсчитываем 3 петельки цепочки, в четвертую вяжем 1 столбик без накида. На этом заканчивается вязание раппорта. Связано 2 раппорта. Еще один свяжу и далее уже продолжу вязать еще до конца ряда за кадром. 3 воздушных петельки цепочки пропускаю и в четвертую вяжу 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 петельки пропускаю, в четвертую 1 столбик без накида. Связано 3 раппорта. Осталось мне связать еще таких 9 ракушечек, 9 раппортов. Связала 7 раппортов, решила остановиться на таком количестве.
Заканчиваем ряд, 3 воздушных петельки из цепочки пропускаем и в четвертую вяжем 1 столбик без накида. Вот что у меня получилось. Далее приступаем к вязанию второго ряда. 4 воздушных петельки подъема, 1, 2, 3, 4, разворачиваю вязание и вяжу 1 столбик с одним накидом. 4 воздушных петельки, 1, 2, 3, 4. Между веерочками прокалываю крючок и вяжу 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки и в это же основание провязываю еще 1 столбик с одним накидом. 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4. Между веерочками провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, в это же основание провязываю еще 1 столбик с одним накидом. Таким образом мы повторяем узор до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, 1 столбик с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки и 1 столбик с одним накидом. Продолжаю вязание до конца ряда. Заканчиваем вязание второго ряда. 4 воздушных петельки, 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с одним накидом. Через 2 ряда меняем цвет пряжи. Присоединяем нить другого цвета и приступаем к вязанию третьего ряда. 3 воздушных петельки подъема, в арочку, где 1 воздушная петелька была, провязываем 3 столбика с одним накидом. Я вяжу пряжей кружевная, цвет 125 камелия. Соединяем ракушечку столбиком без накида. В арочку из цепочки состоящей из 2 воздушных петелек провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяем ракушечку столбиком без накида. В следующую арочку из 2 воздушных петелек провязываем 7 столбиков без накида, с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяем ракушечку столбиком без накида, вершину цепочки из 4 воздушных петелек предыдущего ряда. В арочку из 2 воздушных петелек провязываем 7 столбиков с одним накидом. Соединяем ракушечку столбиком без накида в арочку предыдущего ряда, состоящую из цепочки из 4 воздушных петелек. Таким образом мы связали 3,5 раппорта. Продолжаем вязание до конца ряда. Заканчиваем вязание третьего ряда 4 столбиками с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Приступаем к вязанию 4-го ряда по схеме. Набираем цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Цвет пряжи пока не меняем. Поворачиваем изделие и между
веерочками провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки. В это же основание провязываем второй столбик с одним накидом, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Между веерочками провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, еще 1 столбик с одним накидом в это же основание, 4 воздушных петельки. Между веерочками провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки и еще 1 столбик с одним накидом в это же основание. Продолжаем вязание до конца ряда. Заканчиваем вязать 4-й ряд галочкой из 2 столбиков с одним накидом, между ними 2 воздушных петельки. Далее провязываем 2 воздушных петельки и соединяем одним столбиком с одним накидом. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Поменяла я цвет пряжи. Теперь у меня нить серого, светло-серого цвета, 0,8, пряжа кружевная. 1 воздушная петелька, 1 столбик без накида и вывязываем веерок, состоящий из 7 столбиков с одним накидом в основании цепочки, состоящей из 2 воздушных петелек предыдущего ряда. Семь столбиков с одним накидом провязала, соединяем столбиком без накида вершину цепочки, состоящей из 5 воздушных петелек предыдущего ряда. Вяжем между 2 столбиками с одним накидом предыдущего ряда 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ракушечку присоединяем к цепочке столбиком без накида. Далее вяжем вот в эту галочку еще 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяем одним столбиком без накида. Связали 3 раппорта. Продолжаем вязание до конца ряда. Заканчиваем вязание 5-го ряда. Провязала ракушечку из 7 столбиков с одним накидом и соединяем одним столбиком без накида. 6-й ряд вяжется по схеме как 2-й ряд. Здесь вот начало 2-го ряда. 6-й ряд вяжем как 2-й. Цвет пряжи я не меняю. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки подъема. Провязываю 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Между веерочками вяжу 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, в это же основание провязываю еще 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. В основании между ракушечками провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, в это же основание провязываю еще 1 столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Между ракушками провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, еще 1 столбик с одним накидом. Вяжем до конца 6-го ряда. Заканчиваем 6-й ряд столбиком с одним накидом, 1 воздушная петля и в это же основание еще 1 столбик с одним накидом. Присоединила нить другого цвета, цвет 166, суровый, пряжа кружевная.
И вяжем 7 ряд другим цветом. 1, 2, 3 петельки подъема, 4 воздушных, то есть 3 столбика с одним накидом. 7 ряд вяжем мы как третий по схеме. Соединяем столбиком без накида вершину арки цепочки из 4 петелек. Между двумя столбиками с одним накидом предыдущего ряда провязываем 7 столбиков с одним накидом. Соединяем столбиком без накида вершину арки из цепочки. Продолжаем вязать следующую ракушку, состоящую из 7 столбиков с одним накидом. Соединяем ракушечку одним столбиком без накида. Получилось у нас 2,5 раппорта. Это у нас 7 ряд. 7 ряд это повторение 3-го ряда, 8 ряд повторение 4-го и так далее. Вяжем по схеме, чередуя цвета. Я свяжу за кадром, потом вам покажу, как вяжется второй узор, который связан кокетка топа. Связала образец номер 2, 18 рядов в высоту и 7 раппортов в ширину. Вот такой образец у меня получился. Очень нежное сочетание цветов. Далее я хочу связать образец узора кокетки. На схеме выполнен закругление для оката рукава. Вот здесь вот, начиная с 40-го ряда, то есть 36 здесь на 36-40 ряду необходимо выполнить закругление для оката рукава и далее вязать без убавлений до линии плеча узором номер 2. Я буду вязать прямым полотном без закруглений и убавлений. Присоединила нить другого цвета. Нить уже можно здесь брать любую на ваше усмотрение и выбор. 4 воздушных петельки. В арку из цепочек, состоящей из 4 воздушных петелек, провязываем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки. Вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда связала 1 незаконченный столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом незавершенный. 3 столбик. 4 петельки соединяем соединительной петлей. 3 воздушных петельки. В цепочку из 4 воздушных петель предыдущего ряда провязываю 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петельки. Провязываем 3 незавершенных столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушные петельки, 3 столбика с одним накидом, вершину цепочки из 4 воздушных петелек предыдущего ряда, 3 воздушных петельки, 3 незавершенных столбика с одним накидом. Продолжаем вязание таким образом до конца ряда. Кончила ряд, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом. 3 воздушные петельки подъема, разворачиваю вязание, 1 соединительная петля, 3 столбика с одним накидом, провязываем, дальше у нас по схеме идет цепочка из 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем вот этот элемент
Вяжем 3 столбика с одним накидом в основание столбиков с одним накидом предыдущего ряда. В каждый столбик по одному столбику с одним накидом. 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем элемент. Вяжем 3 столбика с одним накидом в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда. И таким образом я вяжу до конца ряда. Закончила вязать ряд. 1 воздушная петля и 1 столбик с одним накидом. 3 воздушные петельки подъема, разворачиваю вязание. 1 воздушная петелька соединительная. Вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушные петельки, 3 столбика с одним накидом, провязываем в арку, состоящую из 7 воздушных петелек предыдущего ряда. 3 воздушных петельки, 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушные петельки, 3 столбика с одним накидом. Три воздушные петельки и 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. 1 воздушная петелька, 1 столбик с одним накидом. Закончили ряд. Набираю 3 воздушных петельки подъема, 4 соединительных петельки, 1, 2, 3, 4. Итого у меня получилась цепочка из 7 воздушных петелек. Пропускаем этот элемент и в следующий провязываем в основании каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 3 столбика с одним накидом. 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем элемент. Следующий провязываем 3 столбика с одним накидом. В каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петелек. Пропускаем элемент и в следующий элемент провязываем по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 3 столбика с одним накидом. Далее продолжаем вязание. Закончила ряд. 4 воздушных петельки и 1 столбик с одним накидом. 3 воздушные петельки подъема, еще 4 соединительных и провязываем в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда 3 незаконченных столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушных петельки, цепочку, состоящую из 7 воздушных петель предыдущего ряда, провязываем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки, провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 незаконченных столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки в арку цепочки из 7 петелек предыдущего ряда. Вяжем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки, 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Продолжаем вязать до конца ряда. Провязала я в высоту 25 рядов. Вот здесь вот основной узор тела топа и 5 рядов узор номер 2 кокетка. Этим же узором можно связать рукава либо для кофты, либо для кофточки. Вот такой
красивый узор получился. Я думаю, подборка цветов пряжи у меня удачная. Давайте посмотрим, сколько сантиметров получился вязаный образец. Ширина 7 раппортов составила 13 сантиметров. Высота 25 рядов, 13 сантиметров. Получился квадрат. Это образец номер 2, который я связала вместе с вами. И образец номер 1, который я вязала за кадром. Хотелось бы услышать ваше мнение, какой из связанных образцов и цветовое сочетание цветов пряжи вам понравилось. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях под видео на YouTube. Смотрите, как миленько и нежный узор получился. То есть прекрасно получится, очень красивый топ, кофточка, можно связать даже платье. Вот таких два образца. Чтобы вам получше было видно. Вот образец номер 2 и образец номер 1. Связанные порции из пряжи кружевная. Повторюсь, это 100% акрил. 50 грамм, 280 метров. Крючком номер 2 вязала. Все ссылки на рекомендуемую мной пряжу даны в описании под видео. Смотрите. Там же есть ссылка на программу по сочетанию цветов. Надеюсь, мастер-класс вы досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Я рада каждому новому подписчику. Подписывайтесь в группы в Одноклассники и ВКонтакте. С вами была Елена. Жду вас на новых мастер-классах. До встречи. Всем пока-пока.